Сегодня украинский СНБО поймал российский канал «Звезда» на манипуляции. Российский канал «Звезда» проиллюстрировал обстрел украинских городов. Видео, на котором запечатлено падение ракеты «Протон-М» на космодроме Байконур годичной давности. Однако СНБО, возможно, не знал, а может не заметил, а может забыл о том, что 20 августа в 15:00 в эфире вполне украинского телеканала «Украина» в программе «События» этим видео было проиллюстрировано то, как боевики бомбят Донецк. Наразі не маємо змоги туди під'їхати, але за свідченнями місцевих мешканців кілька снарядів влучили у житлові будинки, вони наразі пошкоджені і є. А в 20:00 на вполне украинском канале Интер в программе «Подробности» этим же видео было проиллюстрировано то, как боевики бомбят украинские города, и оно было подписано «Шокирующее видео». Да, меня это шокировало. Я был сегодня вблизи Петровского района, слышны были сильнейшие артиллерийские залпы, и после этого образовался такой огромнейший столб дыма. Так террористы применяют тяжелые орудия в боях в городской черте, в то время как украинские подразделения не используют такого вида оружия, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Вот как боевики стреляют по жилым домам, люди снимают на мобильные. Посмотрите вот эти кадры, конечно, они шокирующие. Черговий підлий шедевр російської пропаганди. Рупор Міноборони телеканал «Звізда» у своєму сюжеті розпинався про нібито масштабні ракетні обстріли Макіївки. Голос за кадром переконує, вогонь по мирних кварталах міста веде українська армія. Однак у Раді нацбезпеки фальшивку швидко розкусили. Виявилося, що «Звізда» використала відео, на якому вибухає ракета, випущена з Байконура під час торішніх випробувань. В РНБО вкотре закликають глядачів вкрай критично ставитись до інформації російских засобів массовой пропаганды. Получается, СНБО следует вывести на чистую воду не только российский, но и два украинских телеканала, два как минимум. Причем СНБО тому самому, который лжет с периодичностью 3 раза в 2 дня.